Здравствуйте, друзья! 2 года мы ждали этот момент. Наконец-таки рядом со мной сидит капитан команды Нави Акбар Санейка Бутаев. Сегодня мы поговорим о много чем. У нас накопилось множество вопросов. Акбар, хотелось бы начать с того, что почему все-таки на протяжении этого времени ты всячески доджил интервью и другие медиа-активности? Да как-то никто не просил. Ну а если честно, то, возможно, из-за того, что я немного не люблю камер, и из-за этого как-то все оттягивалось и оттягивалось. В связи с тем, что мы сейчас отбираемся на квалы и получаем инвайты, у меня появляется время, появляется желание. А если есть желание, то и смогу как-то на все вопросы поотвечать и буду получать от этого удовольствие. За 2 года у тебя появилось множество болельщиков, которые жаждут с тобой пообщаться, выйти на связь, узнать о тебе что-то. Но ты практически не ведешь свои социальные сети. А если ты где-то и отпишешься в каком-нибудь твиттере, то это что-то типа «хорошая игра была». И все, на этом заканчивается все. Мне бы очень хотелось узнать, чем наполнена твоя жизнь помимо доты. Как и у многих, это половину времени занимает дота, но половина уходит то ли пойти на кинотеатры, какие-то фильмы, если меня интересует, с братом, с семьей. Стараюсь каждый день гулять по улице хотя бы час 30 минут, но чтобы выйти, прогуляться, освежиться. А то я каждый раз, когда начинаю играть, то спустя 3-4 часа уже все, голова загружается и уже становится сложнее и сложнее фокусироваться в одном. Во время прогулок, во время чего-то, праздника в жизни не возникает желания поделиться этим со зрителями, с фанатами, с друзьями? Каждый раз хочется, но потом что-то отталкивает, что-то говорит нет, что-то внутри, и я не пощу, не пишу, и вот таким образом остаюсь в тени, я бы тени, сказала, да. Как твои родители и как твоя семья относятся к доте, к твоей работе уже? Хотела сказать увлечению, но нет. А мне хотелось узнать у тебя, следят ли они за играми? Дают ли они тебе советы? Потому что от этого страдают многие проигроки, когда родители там вмешиваются и дают советы. Как твои относятся? Негативно, это уж точно, но это было поначалу, пока я не начал играть на про-уровне или же пока не начал участвовать там на каких-то мини-турнирах и пока не начал получать там из этого какие-то деньги, какая-то сумма была. И после нескольких там турниров моя мама решила, что хорошо, там дам тебе пару лет, наверное, я точно не помню. И если ты, конечно, сможешь из всего этого приносить прибыль, то занимайся этим делом. Но если что-то пойдет не так, то давай ты там отучишься, и после этого уже будешь вправе делать все, что угодно. Ну, это стандартно, в принципе, для всех родителей. Ну, а вот сейчас как? Смотрит ли она игры? Потому что многие, действительно, мамы смотрят все стримы, читают твиттеры, я знаю, читают там сайты. У нас есть своя конференция в WhatsApp, где моя сестра, мой брат и моя мама в группе. И каждый раз после победы они все собираются, пишут, там, поздравляю, или еще кричалки «Вперед, Нави!» или еще что-то. Мы Бутаевы, мы сильнее всех, и это очень радует. Моя мама смотрит ли? Нет, потому что она не понимает, что происходит. Я, конечно, пытался ей объяснить, но это, мне кажется, пока, если она не начнет играть, не поймет. И поэтому она смотрит текстовую трансляцию или же заходит в мою группу, где смотрит результат. Если положительный, она мне пишет. Если нет, то все. Там и конференция, и все застывает на какое-то время, пока мы не начнем выигрывать. Как-то так. А как она относится к критике? Ведь всегда можно наткнуться на несколько нелестных комментариев, и мама очень часто принимает это близко к сердцу. Я ее уже несколько раз просил, чтобы она не читала, чтобы она не принимала близко к сердцу, потому что люди могут быть неадекватными, могут что-то не понимать, и они просто выбрасывают какие-то фразы, и которые могут даже не иметь отношения к моей игре или к организации, и просто пишут, не думая о последствиях. И в итоге моя мама это все читает, ей становится плохо, потому что она каждый раз намекает на какие-то там высказывания, то, что тут написали, и мне самому становится плохо от того, что так не обо мне пишут, а так, что моя мама это все читает и так реагирует, да.
Когда-нибудь заходила речь о том, чтобы привести маму на турнир какой-то? Чтобы она посмотрела, как это вот вживую происходит? Да, и дело касалось, по-моему, даже в прошлом году. Хотел я, она сама просила, я сам хотел, но на International. Вот, и как-то, не знаю, не получилось, то ли я что-то не смог сделать, то ли виза, то ли еще что-то, и в итоге не дошло дело до этого. И надеюсь, в этом году, если мы отберемся, то получится ее туда отвезти, показать Сиэтл, если на Сиэтле будут проводить турнир, и все остальные достопримечательности. Смотришь ли ты какие-нибудь трансляции на Твиче? Захожу сперва в Доту, ну, В раздел Дота. в раздел да. Дота, и если есть какие-то хай-уровня игроки, то я, конечно же, их начинаю смотреть. А так, чтобы выделить кого-то, то это игрок из PUBG, его зовут Shroud. И некоторые игроки из Virtus.pro, это то ли Нун, то ли Рамзес. Да, вот, наверное, я бы их выделил. А что насчет Ютуба? Наверное, только вечернего Урганта, и то по настроению. Вот, недавно я наткнулся на то, что он проводит шоу с детьми, то, что он задает там любые непонятные вопросы, и они пытаются ответить, и это выглядит забавно, смешно и, ну, очень затягивает. И я с удовольствием их смотрю каждый, ну, по крайней мере, стараюсь их смотреть. А если бы не Дота? Вот если бы ты мог выбрать любой талант, любую профессию, чем бы ты хотел заниматься? В детстве у меня была мечта, наверное, это стать президентом, потому что мой папа и, ну, вся семья хотели, чтобы я стал космонавтом, ну, и летчиком, ну, эти Достойные там, профессии. достойные профессии. Но я хотел стать президентом не для того, чтобы там управлять страной всем и так далее, а чтобы просто высвечиваться на экране, который смотрит вся страна. И там, я не знаю, просто нести все, что угодно, чтобы меня смотрели, чтобы все интересовались мной, и да, как-то так. Со временем, я так поняла, это изменилось. Да, Слушай, у думаю, меня есть для тебя предложение. Что если ты станешь вдруг сегодня лицом Нави, и с этого момента вот ты будешь на всех интервью, на всех поздравлениях новогодних? Ну пора же осуществить детскую мечту. Как тебе такой вариант? ну, на денек я бы, да, справился, я думаю. Хотя, ну, это удавалось бы с трудом. И, возможно, после этого меня бы никто не увидел. Никогда. Но все равно стоит попробовать. День Санейка в году должен быть такой. Я классно придумала. Вспомни, каким для тебя был переход в Нави. И можешь ли ты оценить свой рост как игрока за вот эти прошедшие 2 года? Переход был довольно-таки спонтанным, потому что я, если не ошибаюсь, на тот момент был свободным агентом, и уже я просто играл паблики, не надеясь ни на что. Я не искал команду, потому что я хотел ту команду, которую, ну, считал, что смогу проявить себя, чтобы я смог доказать, что ну, я могу выступать на должном уровне. И в какой-то момент мне пишет тот момент менеджер, не наш нынешний, но мне пишет, что не хотел бы ты потеститься в Нави. И я на тот момент был удивлен, немножко шокирован. И я, конечно же, сразу согласился. И спустя пару дней мы начали уже теститься. Это было 2 года назад. Да, это было 2 года назад. А насколько я изменился? Да, вот знаешь, после того, как ты ушел с Нави, поиграл там в Веге, вот недавно, ну, несколько месяцев назад вернулся. Ты же вернулся уже в другой коллектив. Ты поменялся, игроки, Витя поменялся, Даня. Как ты себя сейчас ощущаешь в этом коллективе? Ну, я точно начал более уверенным быть в себе. Начал больше общаться с ребятами, более открытым быть. В конце 2016 года, когда произошел дисбанд у Нави, ПРБ взял развернутое интервью у Жени Золотарева и у Игоря Сидоренко по поводу прошлого состава и тех проблемах, которые были. Вот, в частности, это была коммуникация. Не опасался ли ты, когда вот возвратился в Нави недавно, что эти же проблемы могут возникнуть? Так, когда я возвращался в Нави, у них было сколько? 2 англоговорящих, да? Это Бивер, Пайкат. Первая проблема была то, что я могу не справиться с языковым барьером, ну, типа, начать по-английски говорить так, чтобы они понимали, там,
и с двух слов, чтобы они меня могли понять. Это, во-первых. Во-вторых, я сразу сказал менеджменту, что я бы сейчас не торопился, там, чтобы меня взяли в команду, так как у меня не то что мотивация, а каким-то образом у меня был дикий спад. Я не чувствовал саму игру, так как я заходил каждый раз в доту и, играя в игру, проигрывая в игру, ничего не менялось. Никаких ощущений, эмоций ноль. И поэтому я их предупредил о том, что если что вдруг, вы можете, спустя пару дней теста спокойно сказать, и я уйду, легко восприняв это. А почему у тебя так произошло? Поспособствовало поражение после того, как мы задисбандились. И я никак, наверное, не мог прийти в себя. Или же мне вообще после игры там с Вегой пару месяцев вообще сломился по морали, по духу. Ну, как я видел дальнейшее развитие событий. Я или отдыхаю там пару месяцев, потом захожу в доту, и, возможно, таким мне будет лучше. Или же начну сам просто играть пару месяцев, даже не отдыхая, и отстраняясь от профессиональной доты, чтобы я сам смог приобрести эту уверенность, играя в паблике, чтобы там череда побед меня усиливала, чтобы я больше и больше там начал играть на том уровне, который от меня ожидают те же Нави. Ну и как? И вот вы потестились, 2 дня поиграли. И что дальше произошло? Они были провальными, все игры, насколько я помню. Я играл очень плохо. Когда я играю плохо, я в первую очередь сам себя виню. И даже если кто-то меня будет поддерживать, я не всегда могу услышать, так как я знаю свой уровень, свой предел. И если я не могу на этом уровне выступить, то я не могу прийти в себя, пока не начну играть на достойном уровне. И что, ребята, как они тебя поддерживали? С Даней и Витей у меня особых проблем не было, так как я с ними играл, и это понятно. А вот с Бивером и Пайкатом мне нужно было как-то найти свой подход, или им ко мне, чтобы мы смогли реально найти синергию между собой и пытаться выигрывать. И если не ошибаюсь, у нас после того, как мы собрались на буткемпе, у нас были некоторые сеансы с психологом. Как по мне, хоть я и скептически к этому относился, но все равно помогло. И мы чуть больше начали уже общаться, чуть больше начали доверять друг другу. И это даже помогло. Мы прошли, по-моему, мы на саммит прошли, если не ошибаюсь. А потом еще дошли до финала, где играли против секретов. И нам то ли опыта не хватило, то ли сыгранности, то ли чего-то, но все равно мы уже начали достойно выступать. И что потом пошло не так? Вот с тем составом, еще с Пайкатом, Бивером. Думаю, у нас начали мнения расходиться, особенно у меня с Пайкатом. Возможно, таки из-за того, что я тянул на себя одеяло, и он этого не хотел, так как, насколько я понял, до меня ребята все старались слушать Пайката, он был единственной главой, кто все колы давал, а пришел я и начал тянуть, как я говорил, на себя одеяло, и два фронта просто разделились. И в итоге то ли ему это начало раздражать, то ли еще что-то, и в итоге мы начали плохо выступать. И каждое поражение ударяло по морали, и в итоге так получилось, что Пайкат в один день приходит и просит, чтобы я взял на себя эту ответственность и начал пикать, драфтить, и пытался по игре координировать. Я попросил ребят, чтобы я, по-моему, на International я сам пикал, и чтобы они мне доверились. Поначалу вроде бы получалось, но потом я против Спирита в игре спонтанно придумал драфт, который не смог сработать, так как это требовало слишком много ротации по карте, а в самой игре я просто побоялся того, что Бивер может не успеть за этим действием, которое я говорю, и в итоге я просто перестал давать колы, чтобы Бивер смог начать нормально играть. Хотя после игры, после того, как мы проиграли, я у него спросил, и он сказал, что да нет, я себя комфортно чувствовал, я бы мог еще парочку действий сделать, и ничего бы не было. Но подход 4+1, грубо говоря, не сработал, где я один все делал, пытался за драфт отвечать, за координацию, просто провалился. И думаю, нехватка опыта или же нехватка времени, чтобы наиграть какие-то стратегии тоже поспособствовали, мне кажется. А теперь блиц.
3 любимых фильма. Любимых. Так, это по соображению совести, который я недавно посмотрел. «Кит» и «Выбор». В фильмах, которые я перечислил, там двух снимается одна и та же актриса, которая мне нравится, и из-за этого я, наверное, выбрал эти фильмы. А кто снимается? Да, Тереза Палмер. Даже не знаю, кто это. 3 любимых музыкальных группы. Группы именно. Группы. Можешь исполнителя? Да, из исполнительной это Чарли Пут. Из группы это One Direction. Но еще кого-то, кого бы назвать. Пускай будет Maroon 5. Принято. 3 героя для поднятия рейтинга. Пангольер, Дарк Виллоу и Висп. Страна, в которую хочется вернуться. Вернулся в Узбекистан, если там проведут нормальный интернет. А так нет других. Не так давно в команду присоединились Роджер и Кристаллайз. Кто советовал этих ребят, почему выбор пал именно на них? Так, а Роджера никто не советовал. Он сам пришел. Так, в принципе, и Кристаллайз сам пришел. Мы над Кристаллайзом думали долгое время, потому что мы потестили там 3 или 4 ребят, и после того, как они не то что провалились, а не смогли нормально сыграть, мы дошли до того, что начали уже искать хоть кого-то. И в итоге пришли к тому, что Crystallize может подойти, да. И в итоге мы приходим первый день, играем, и вроде у нас получается, потом играем еще парочку дней, и видим, что не так уже плохо. Лучше, чем те кандидаты, что были до этого. Насчет Кристаллайза сомнения были. Да, и причиной было то, что я с ним играл после Веги, меня на какие-то там стаки звали, и я успел сыграть там за 2 или 3 команды, и в одной из них был он. У меня в голове откладывалось так, что он не слишком инициативен, хотя сыграв с ним уже, я понял, что это не так. Поэтому я опасался, что он также проявит себя на тесте. Он очень быстро прогрессирует, я не ожидал. Хоть он, да, всегда с нами сейчас играет стабильно, но все равно он до топ-1 ладдера дошел каким-то чудным образом. Хотя он все время отставал от меня там на 15-20 рангов. И в какой-то момент он просто опередил, я даже этого не понял, и да. Что теперь ревность, да, душит. Все уже. Он топ-1 ММР. Да, даже сейчас, если подумать, это для него плохо, потому что он ищет игры раз в 2 дня, наверное. Вот. А я там могу за 30 минут и могу показать, что я нашел. Я даже спрашиваю, ты нашел? Он говорит, нет, а я довольствуюсь, и да. Так что есть свои плюсы и минусы. Роджер, я знаю, что вы с ним такие старые знакомые, я не знаю, может быть, друзья, вместе учились на курсе. Вообще, как так получилось, что вы вместе учились в университете? Я так понимаю, даже на одном потоке. И вот теперь в одной команде играете. Как это так возможно? Причем из разных городов. Вы живете вообще в разных, чуть ли не частях России. Ну, это судьба, походу, все. Мне предначертано играть с ним. Он был тем, кто дал мне ключ на Dota 2. И спустя там пару лет, или даже спустя год, я уже начал нормально играть. Он меня заметил в паблике, мы с ним попались, где я, насколько помню, я играл на Виспе, а он то ли на Тине, то ли на Алхимике 100%. И я там сделал кучу стаков, потому что это мой друг, почему бы ему это не сделать. Я сделал, он меня заметил, мы пошли там квшиться. Я помню, он какой-то мне тест устроил, где я должен был добить 80 крипов за 10 минут. Я провалил, и в итоге они решили не брать меня на роль кэрри. Немножко было обидно, но я ушел и хотел доказать, что я могу больше, но в итоге я начал играть на роли мида. Потом перешел на роль суппорта, и в итоге мы встретились уже в каком-то составе, по-моему, под названием Клифф. И начали там, по-моему, хоть недолго, но полгода как-то мы продержались. Ну хорошо, и вот когда у вас стал вопрос, что нужна 4,
4, 5, суппорт нужен. Почему именно он? Как так получилось, что вот он пришел в Нави? Я его умолял, чтобы он пришел в Нави, и он согласился. Я думаю, что это польстит Роджеру, но сомневаюсь, что это правда. Хорошо, ладно. А как у вас сейчас с ним происходит взаимодействие? Потому что то, что я наблюдаю со стороны, у меня такое чувство складывается, что Роджер идеально вписывается в ваш коллектив. У вас вот совершенно разнообразный стак игроков. Витя суперимпульсивный, Даня суперопытный, там легенда стоит в своем миде, Кристаллик это молодой неопытный паренек, и Роджер, который вот вроде бы самый, ты прости, но он самый адекватный среди вас. Вот расскажи, это мой взгляд со стороны, что он вписался идеально. Как ты видишь внутренняя кухня все-таки? Но он менее скромняга, чем остальные, неадекватен. Он совсем может исполнить, что да. Невозможно будет назвать его адекватным человеком. А так, ну, каждый из ребят, ну, как-то балансирует нашу команду. А если именно охарактеризовать ребят, то Влад скромняга, как бы то ни было. Скромнее, чем ты? Нет, до этого не доходит. Даня, это... Даня, Витя... Это Витя. Это, я не знаю, они какие-то совсем... Они на одной волне, точно. Они все время вместе все делают, все время нас будят, ругаются там и так далее, потому что не дают спать. Если мы собираемся на уикенд, все, можно не спать, даже если дверь закрыта. Потому что они играют до 3-4 ночи, и они не могут молча играть. Они должны хоть хоть что-то выкрикнуть, чтобы каждый проснулся, чтобы каждый узнал, что там в миде супер плохой человек, и его гангает 10 человек. Или же на оффлейне там против него Кэрри что-то там исполняет. А Вова, он может разным человеком быть, и в зависимости от того, какое у него настроение. Он может быть супер веселым, может просто замолчать, так как у него или настроения нет, или он на что-то обижен, то есть внутриигровой там конфликт какой-то, или же еще типа внешние факторы влияют. И я с ним, я не могу что-то сказать про него, но эти ребята точно подходят друг к другу уж явно. То есть психолог вам не нужен? Не нужен, думаю. Ну ты подумал, прежде чем мне сказать, что не нужен, ты пока что нет, пока что нет. Не могу точно сказать, что нет, но пока что справляемся. Хвост. Как писался Хвост в коллектив? Вы вообще на протяжении всего времени не играли с тренером. В принципе, это и понятие сейчас довольно-таки расплывчатое, хотя у многих команд есть тренер, но еще непонятно, что он должен делать. Что делает у вас Хвост и как он с вами взаимодействует? Хвост отчасти и выполняет, наверное, роль психолога. Он может нас собрать вместе, открыть ту тему, которую мы не хотим, к примеру, обсуждать, и чтобы каждый из нас типа выговорился, что ему не нравится, что его не устраивает и так далее. Как по мне, это реально очень помогает, потому что у нас есть темы, которые мы реально не можем начать, и Хвост в этом плане помогает. Он может после реплея, к примеру, тоже еще подойти и сказать, что он, возможно, заметил, что он можем сделать лучше. И может даже подбодрить нас, к примеру. И это реально бустит. И, как по мне, он с Кристаллайзом нашел, возможно, таки общий язык. И каждый раз они между собой обговариваются и там друг другу там, то ли билды Хвост советует, то ли какого-то героя, чтобы он там обратил внимание на тренинг, то ли еще что-то. Если он в паблике там увидит, то он дает, говорит Кристаллайзу, и те обсуждают между собой. В плане драфтов, то я больше у него пытаюсь получить конфирм, то есть он согласен ли с этим пиком, драфтом, типа его все устраивает или нет, прежде чем выбрать героя. Может он сам какого-то, как я говорил, может предложить героя, который может реально нам выиграть игру. А бывает ли такое, что у вас мнения не сходятся? Да, в этом плане у нас есть проблема, потому что каждое свое видение, оно
плюс-минус у нас как-то сходятся, но все равно после каких-то игр у нас каждый раз меняется вообще видение игры. И мы снова садимся за стол и обсуждаем, пока не придем. Это может как за 30 минут, мы можем это все закончить, или же за там, 3-4 часа мы можем там просидеть и в итоге не прийти ни к чему, и потом уже пытаемся как-то найти компромисс. Сложно ли тебе бывает вести команду за собой? Да нет, вроде пока что удается, но сложно после там проигрышей или же после даже сложных игр, но выигранной, бывает там быть дальше уверенным в том, что я все делаю правильно, именно я, а не там координация или еще что-то в этом плане. Там все ли в плане там стратегии, там еще в чем-то я делаю правильно. Хоть и ребята меня поддерживают, типа подбадривают, то что да, все нормально, я все равно в себе сомневаюсь и пытаюсь все делать лучше и лучше, и в итоге я больше времени на это все, больше и больше времени стараюсь уделять. И поэтому это никак не может в этом плане быть легко. И думаю, это у каждого капитана так. От этого я точно получаю удовольствие. Вот. От того, что твои идеи реализовываются? Да, от того, что даже ребята мне верят, меня слушаются, и то, что у меня получается, это тоже от этого я получаю моральный буст, очень нереальный. И самое главное, что это получаю удовольствие. Вскоре, буквально через неделю, начнется череда турниров. Сначала вы летите в Малайзию, потом Катовице, Бухарест и Индонезия. Как ты оцениваешь уже на сегодняшний момент уровень подготовки к этим турнирам? Не могу сказать, что мы на 100% готовы, так как у нас мало времени. Мы прилетели не в то время, когда мы хотели. Задержались, да? Задержались, там были причины. И из-за этого мы не начали играть, и поэтому мы сейчас пытаемся медленно, но уверенно прийти в форме и заготовить что-нибудь новое и пытаться удивить команд. Мы почти готовы, вот, да. Ну, это хорошо. У вас еще будет неделя впереди, чтобы подготовиться. Еще и после Малайзии тоже будет небольшой зазор перед Катовицей, и ребята соберутся на буткемпе и будут тренироваться, конечно же. Друзья, на такой ноте мы оканчиваем наше интервью. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо всем, кто поддерживает команду, ребят Акбара. Все, верим в победу. Акбар, тебе удачи в предстоящих турнирах, на буткемпе, в подготовке и во всем. Спасибо. Всем пока. До скорых встреч. Пока.